Денег потрачено 0. Знаний получено вагон и маленькая тележка. Диплом с отличием. Пригодится ли мне этот диплом? Маловероятно, но кто знает. Время покажет. Сегодня я расскажу вам, как я стала программисткой. Все началось с Центра занятости населения. Если вам интересно, вы можете посмотреть это видео про то, как конкретно так вышло, что я поступила на курс бесплатно от Центра занятости. Если вкратце, то Центр занятости предоставляет как переквалификацию, в качестве переквалификации бесплатные курсы, и я выбрала курс айтишный, фронт-энд разработка, собственно, все. Программа обучения состояла из 260 часов обучения, 9 недель, 5 дней в неделю по 6 часов. Мы проходили HTML, мы проходили JavaScript, CSS, мы проходили Ajax, React, jQuery, мы что только не проходили. Из этого всего усвоить это все нереально, если человек новичок, который только, как я, да, вот я пришла, я ничего не знала про программирование, я вообще не знала, что это такое. Я знала, что у меня, типа, есть друзья-программисты, которые все время хвастаются тем, сколько денег они получают, какие они крутые. Я ничего не знала, по сути, я не знала вообще, как работает интернет. Я узнала... Да, мам. Привет. Программа состояла в основном из основ, да, то есть сначала нужно изучить основы, поэтому мы изучали верстку сайта на HTML и CSS, адаптивную мобильную верстку, мы изучали Bootstrap, как это все подстраивать, как менять вот эту вот дичь, короче, язык разметки HTML, способы применения CSS, понятие языка сценариев, синтаксис языка JavaScript, события в JavaScript, объекты, свойства, методы, пользовательские объекты, базовые объекты JavaScript, jQuery, принцип работы технологии Ajax. Слушатель, успешно освоивший программу курса, должен уметь. Я умею это. Верстать сайты на HTML и CSS, да. Встраивать сценарий JavaScript в HTML-документы, да. Создавать циклы функций, определять и вызывать функции, создавать и обрабатывать массивы и создавать объект, да. Применять методы работы с промежутками времени, хз, что это значит. Применять изменения стилей документа, не понимаю. Создавать движущиеся изображения, могу. Применять каскадные таблицы стилей для создания динамических элементов страницы, easy. Применять методы передачи информации с формы, использовать сценарий JavaScript для проверки форм, хз. Применять DOM для создания динамических, применять библиотеки JavaScript при разработке сайтов, манипулировать элементами страницы, я хз, дальше не знаю ничего. Я могу, короче, теперь делать сайты. Мы работали на вот этой вот платформе. Сначала она оказалась дико тупой, ничего не понятно, где что находится, как вообще это все устроено, что вообще это такое, как это открывается, куда, надо заходить, что делать. Все, что я понимала, это то, что вот здесь вот находится вебинар, вернее, где он там, да. Короче, в этот вебинар надо заходить, смотреть эти лекции, вот здесь вот надо делать задачи по JavaScript, и все. Больше я в основном ничего не понимала, вот эти задания. Но где-то через, 3 недели или 4 работы на этой платформе я все поняла. Просто easy. Вот эти все темы открываются, и в этих темах находятся, задания по этим темам, куда их надо добавлять, и их можно так вот скрывать, и все понятно, соответственно, ты знаешь, какую тему тебе нужно добавить, какую тему вы проходите, вы туда заходите, там все открываете. Но я не знаю, что-то это было сложно, потому что столько было всего сложного, и еще и эта платформа тупая. Вот эти вот задачи по JavaScript, которые нужно было делать, я сделала всего только 13 задач из 16. Самое последнее задание по технологии Ajax я тоже не доделала. Тем не менее, диплом я получила. Все остальное я сделала. Также, когда мы зарегистрировались на этой платформе, самое крутое — это то, что у меня до сих пор есть доступ к этой платформе, но он в архиве, да, и все еще я могу смотреть задания, я могу смотреть задачи по JavaScript. Единственное, чего там нету, это сохраненных лекций, которые были на вебинаре. В остальном все остальное осталось здесь. Можно зайти вот во все вот эти вот штуки, этот учебник по JavaScript, вот эти все, короче, штуки маленькие, этим всем можно пользоваться, этим я захожу туда до сих пор. Также вместе с этим курсом, в подарок или что, нам дали еще 2 курса. И эти курсы про... Я даже хз, про что они там. Цифровые инструменты в современном офисе и эффективная коммуникация. Я это никогда не открывала, я не знаю, что там что-то вроде того, как работать с Word или как работать с Excel.
Вот. Но курс был настолько насыщенный, что уже было всем не до того, никто не мог туда... Ну, хотя нет, какой-то чел там что-то делал, но я туда даже не заходила, я до сих пор туда не заходила, потому... я все думала, типа, слава богу, доступ, типа, остался, можно будет зайти, типа, посмотреть, что там, но я, не буду туда заходить, потому что мне все равно. Но надо сказать, что обучение было очень насыщенное. 6 часов, 5 дней в неделю — это очень много, учитывая, что на этом все не заканчивалось. Получается, мы не 6 часов занимались, а меньше, да, плюс там еще перерывы были, но просто получается то, что мы на вебинаре смотрим, как он что-то делает. Вот, например, мы делали кофемашину, да, мы смотрим, как он это делает. Он пишет код, потом он говорит там, типа, теперь давайте там сделаем так, чтобы кнопка нажималась, чтобы был вот такой вот эффект. И типа, он это делает в коде, и как будто бы мы должны успевать за ним, да? Я ни хрена не успевала, потому что у меня ноутбук только, один монитор. Мне, получается, нужно либо открыть маленькое окошко, то есть это все очень неудобно смотреть, что он делает, пытаться за ним успевать повторять. Поэтому и многие тоже не успевали, как и я. Поэтому ты смотришь вебинар, пока он это все делает, и пытаешься такая, ага, ну все, да, я поняла, ну вот это вот так, вот это так. Потом ты выключаешь вебинар, потому что все, типа, домой пошли, да, и тебе нужно сделать то же самое в своем коде, то есть тебе нужно в своей кофемашине сделать то же самое. И ты сидишь, естественно, ты не можешь сходу, взять и сделать это. Ты пересматриваешь этот вебинар, как он это делал, добавляешь что-то, потом что-то не работает, ты пытаешься разобраться, пересматриваешь этот вебинар. Короче, это все нифига не 6 часов. Это типа по 12 часов в день ты сидишь, смотришь вебинар, потом пытаешься решить вот эту всю дичь, потом еще и тебе нужно сделать эти задачи по JavaScript, плюс параллельно с тем, как ты просто, по идее, должна читать учебник JavaScript и пытаться учить этот язык JavaScript. То есть ты не просто же должна эту кофемашину сделать так же, как у него, нужно еще и разобраться во всем этом. Я постоянно ныла своим друзьям, всем родителям, то, что типа я вообще ничего не смогу, у меня даже ничего не получится, я даже диплом не получу, потому что я ничего не успеваю сделать, я вообще ничего не понимаю. Как я буду делать диплом, я не знаю, я ничего не смогу. Мне все равно, потому что я вообще типа на этот курс просто так пошла, мне это даже нахрен не надо, если я не получу диплом, мне будет пофигу. Но я его получила. Но, было так сложно. Я даже писала кураторше, что я ничего не могу сделать, я даже не знаю, есть ли у меня смысл работать дальше над дипломом, потому что я не сделала задачи. Да все ок, делай диплом, все у тебя будет нормально. И потом в итоге оказалось то, что вообще я зря переживала, потому что по ходу дела я сделала вообще больше всех. Все остальные, не то что даже они не все задачи сделали, они даже не все задания сделали, которые нужно было добавлять. И мне кажется, я была одной из тех, кто сделал больше всего, потому что я сделала все задания, кроме одного, и все задачи, кроме 3. Были написаны километры кода были написаны, пока я работала над этим курсом. Однако это все не прошло впустую. Это все осталось вот здесь вот и в моем компьютере. Это все настолько огромный, колоссальный мешок знаний, который теперь я ношу на своем горбу. Типа как этот снежный ком знаний, да? Сначала он такой маленький, а потом он все больше и больше и больше. Хотя, с другой стороны, я понимала, что чем больше я понимаю, тем меньше я понимаю. Чем больше я узнаю, тем меньше я знаю во всем этом программировании. Дипломная работа — это тоже интересный момент, потому что когда мы делали дипломную работу, вернее, не когда мы делали дипломную работу, а до этого мы особо об этом не думали, потому что у нас не было времени подумать над тем, что да, нам нужно будет делать еще и дипломную работу по итогу этого курса, потому что было так много инфы, нужно было постоянно что-то делать, мы только только вот мы разобрались с этими условно базами данных, да, и мы такие, все, ладно, понятно, плюс-минус это PHP, еще что-то, но как будто бы тебе для того, чтобы сказать то, что я знаю это, или что я это поняла, и вот поставить точку на этой теме, тебе нужно еще, неделю поработать с этим, например, сделать все тоже самостоятельно с нуля, попересматривать эти лекции, покопаться во всем этом. Но нет, нифига, у тебя нет на это времени. Вы это доделали, и потом следующая лекция начинается, и он такой, а сегодня мы уже выучили вот эту дичь, теперь мы учим, как делать бота, и вы начинаете работать с совершенно другой информацией, а эта информация, я не знаю, она как будто прошла сквозь тебя, ты что-то, ты поняла что-то, да, но ты не сможешь сейчас это сделать, через месяц ты уже вообще все забыла. Этот курс очень маленький, слишком много дается, слишком большой объем информации, который ты не можешь впитать. Но, по крайней мере, он у тебя остается, чтобы ты могла потом с ним работать. Но, было бы здорово, если бы были... понятное дело, что такого быть не может, чтобы такие бесплатные курсы были хотя бы 4 месяца, но если бы они были 4 месяца, это был бы совершенно другой уровень знаний, и дело не в том, что там, какой-то хороший преподаватель или программа, а просто в целом нужно больше работать над чем угодно, ты не можешь так мало учиться так многому. Так вот, дипломная работа.
дипломная работа, на дипломной работе у нас было 2 дня, что ли. Мы продолжали делать задания. Я не помню, правда, уже, что мы делали в самом конце, но в самом конце мы работали с вот этим Ajax, мы с React работали, это было очень сложно, и мы это делали прямо перед дипломной работой, перед тем, как нам нужно делать дипломную работу, поэтому я не сделала последнее задание, потому что мы только вот с этим всем разбирались. Я не понимаю ничего, мне нужно пересмотреть, по крайней мере, 2 или 3 лекции про все это, которые каждая длится, типа, по 3 часа, их всего 2 между перерывами, типа, 2 лекции, да, допустим, каждая по 3 часа. Ну, не по 3 часа, но, я не знаю, они по-разному там были, по 1,5 часа, по 2, может, чуть больше, чем 2 часа, все лекции по-разному были, вот, и мне нужно это все пересмотреть, при этом отфильтровать просто, когда он там что-то говорит не связанное, типа, с этим, и выловить, где он именно работает, с кодом или еще что-то. 3 лекции, то есть это уже до хера часов, а мне нужно делать дипломную работу. На дипломную работу у меня только 2 дня, когда мне это делать? Поэтому я не доделала последнее задание. Вместо этого я выбрала работу над дипломом, и дипломная работа могла быть любая, ты можешь сделать что угодно абсолютно, потому что это все должно быть каким-то образом связано с полученными знаниями, то есть ты должна использовать HTML, CSS и JavaScript, это единственное условие для дипломной работы. Нужно сделать что-то с этим всем, показать, что ты получила знания. Кто-то делал сайты. Одна девочка сделала очень крутой сайт про переработку, что-то типа того. Там был такой сайт, где есть пункты переработки, какие, типа, есть варианты переработки и чего. И там были такие корзины, и там была мини-игра на всем этом сайте, но это просто так, типа, для прикола, потому что сайт вообще был не про это. Там, например, нарисован, там, типа, написано пластик, и, типа, куда нужно сдавать пластик, куда нужно сдавать бумагу, можно ли это переработать или еще что-то. И весь сайт, короче, был про переработку, какой-то эко-сайт, вот, мне очень понравилось, это была очень крутая идея, и это выглядело очень прикольно. Другая девочка сделала сайт, визитку для своей младшей сестры, с ее работами, типа она рисует картины в диджитале, и там были ее работы, где ты просто скроллишь так вниз, там разные эти работы, потом типа цены, сколько это стоило, но я не помню, я просто помню, что там были голые мужики. Я, типа, сфоткала, потому что это было немного неловко. Этот препод такой: так, следующая, типа, дипломная работа открывает, и он такой: ага, типа, понятно, интересно, и там чисто вот эти фотки. Чел был еще, который сделал сайт-визитку для себя тоже, про то, какой, типа, он крутой, какое у него там образование, что он может, все такое. И там было его лицо, типа, на весь экран. И этот препод такой: ну, это как-то слишком, поэтому поменяйте картинку. Так вот, диплом. Моя работа дипломная, это я решила делать игру, потому что я в какой-то момент во время прохождения этого курса, когда мы делали кофемашину, когда мы делали тамагочи, я поняла то, что мне очень интересно работа с видеоиграми. Мне очень хочется сделать видеоигру. И я решила, что, собственно, раз можно сделать что угодно, главное HTML, CSS и JavaScript, то я сделаю видеоигру. Это, будет мое начало в программировании видеоигр, в гейм-девелопменте. И моя игра выглядела вот так. Там можно было играть вот в эту мини-игру и вот в эту мини-игру. Весь человечек написан на CSS, анимация вот эта тоже сделана в CSS или в JavaScript, я уже не помню. Короче, выглядит довольно тупо, но это было очень сложно. Я хотела, чтобы это выглядело по-другому, но мне не хватило времени. Я хотела, чтобы у человечка была шляпа, как у гномика, чтобы он глазами водил за курсором, пока ты играешь. Ну и чтобы он побольше разговаривал, чтобы можно было с ним какой-то диалог хотя бы вести, да, вот. Это все, что я сделала, но я, наверное, не буду над этим проектом больше никогда работать, потому что в этом нет никакого смысла. Но это было очень интересно, мне очень понравилось это делать. У меня он поставил 5. Он такой: это высший балл, это очень хорошая работа. И вообще вы, типа, по ходу всего курса очень много работали. И я такая, типа... И он такой: вот, вы там все задания выполняли, и вообще, типа, все такое, вы молодец. Защита дипломной работы заключалась в том, что тот же самый преподаватель, который все нам преподавал все это время, он единственный был на защите, чего не ожидали никто из студентов. Просто этот же самый препод, который у нас делал нам задания, проверял наши задания, все остальные, он же проверял наши дипломы. Но там не было никакой комиссии, ничего не было. Он просто смотрел, он даже не заходил в код, он просто смотрел только, как это сверху все выглядит. Кстати говоря, игру сделала не я одна, еще было 2 девочки или 3, как девочки, какие-то тетечки, наверное, я не знаю. Они сделали видеоигры тоже. Я переживала, что
и из-за того, что я не сделала какие-то задачи по JavaScript, из-за того, что там я какое-то задание не сделала, еще что-то, что мне не дадут диплом. И потом кто-то в чате написал, что вообще этот центр профессионал, или как он там называется, что центр занятости заинтересован в том, чтобы выдать как можно больше дипломов, потому что это же у них тоже показатели того, что вот, типа, мы выучили вот столько-то людей, столько-то дипломов выдали, то есть они не против того, чтобы выдавать людям дипломы, поэтому даже те, кто не закончил все задания, не сделали все задачи, у кого там, типа, слабенький диплом, им все равно выдали диплом. Но, как я поняла, никто из тех, кто закончил этот курс, никто не стал фронт-энд-разработчиком, потому что у нас остался чатик, и никто вроде не стал программистом вообще никаким, все хотят, но... Да потому что, на самом деле, да понятно, почему никто не стал, потому что этот курс слишком маленький. Я знаю довольно много, и я могу сделать что-то простое. Я могу сделать какой-то сайт-визитку, еще там какие-то разные вещи простецкие могу. Но я для себя поняла то, что я не хочу делать сайты. Что это вообще за дичь тупая, делать сайты для кого-то. Это, наверное, прибыльно или что там, но это так скучно и тупо, зачем бы я стала это делать? Я хочу создавать что-то свое, а для себя мне не нужны никакие сайты, поэтому я буду делать игры. Вы можете смотреть мой прогресс в игровой индустрии дальше, потому что я планирую снимать видео про то, как я двигаюсь по пути гейм-девелопмента. В целом, что я могу сказать про курс? Курс хороший для бесплатного курса. Ну, на самом деле, даже как будто бы и для платного, но если бы он был платный, тогда непонятно, что он такой короткий. Но курс вообще очень хороший, но тут нету заслуги преподавателя совершенно, потому что... Ну, хотя ладно, это что-то я погорячилась. На самом деле, вот если кто-то хочет попробовать себя в программировании, и так вышло то, что вы нигде не работаете, не учитесь и не являетесь самозанятым, я прям вообще очень сильно советую пойти на этот курс. Там 3 курса. Там есть курс фронт-энд разработка, бэк-энд разработка и фулл-стак разработка. Но если вы прям нулина в программировании, вы вообще понятия не имеете, о чем это очень хороший курс. Первые уроки вообще просто очень долго мусолили там, типа, что такое HTML. Ну, потому что это нужно людям, которые понятия не имеют, что это такое и что вообще происходит. Помогали устанавливать сервер, чтобы хостинг, свой был. Прям вот, типа, вся группа, все в видеочате сидят, и препод такой, все установили? И кто-то один пишет, нет, я, типа, что-то не понимаю, там, как, гуглить. И ему пишут, там, все объясняют, чтобы у всех был и хостинг свой, чтобы все его там назвали, показывают, как работать со всем этим, доносят прям до людей, как, что должно быть, потому что все должны понять. Так делал первый преподаватель, а второй преподаватель просто очень хорошо и подробно все объяснял и говорил то, что, но достаточно быстро, да, то есть не прям так размусолено, но он говорил то, что, типа, вы потом пересмотрите трансляцию и все, типа, сделаете, все у вас получится, потому что я вам все объяснил, как делать на трансляции. 2 типа подхода. Я даже не знаю, какой мне нравится больше, потому что, с одной стороны, удобно пересмотреть запись, в которой все тебе сказано, как сделать, но, с другой стороны, тебе бы не нужно было пересматривать запись, если бы препод изначально был ориентирован на то, чтобы все поняли в онлайне, как, то есть на паре непосредственно, как, что делать. Все, я сказала все, что я хотела сказать. Надеюсь, это вам помогло каким-то образом. И если в целом это видео показалось вам интересным, вы можете поставить лайк, написать комментарий, подписаться на меня, посмотреть другие мои видео или что угодно. Спасибо вам за просмотр, всем пока!